Белый дом никогда не запрашивал прекращение огня в войне с Ираном, уверяет Кэролайн Левитт. Больше никаких поблажек. Скотт Бессент подтвердил, лицензию на продажу российской и иранской нефти продлевать не будут. Несмотря на переговоры, Израиль продолжит наносить удары по Хезболле, но надеются на долгосрочный мир с Ливаном. Пока Владимир Зеленский договаривался с Джорджией Мелони о совместном производстве беспилотников, в Берлине собрались министры обороны на 34-е заседание Рамштайна. США снова не явились. Папа отвечает и говорит о мире. Дональд Трамп теперь публикует себя в объятиях Иисуса. Конфликт не утихает. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Белый дом не запрашивал прекращение огня в войне с Ираном. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт. При этом она добавила, что обсуждения второго раунда переговоров с Ираном продолжаются и носят продуктивный характер. Продление прекращения огня с Ираном, Каролин. Да, я видела сообщения сегодня утром, снова неверные, о том, что мы официально запросили продление прекращения огня. Это неправда на данный момент. Мы по-прежнему активно вовлечены в переговоры и обсуждения. Вы слышали от вице-президента и президента на этой неделе, что эти разговоры продуктивны и продолжаются. Именно на этом этапе мы сейчас находимся. Я также видела сообщения о возможности новых очных встреч. Такие обсуждения ведутся, но ничего не является официальным, пока вы не услышите это от нас здесь, в Белом доме. Мы настроены оптимистично относительно перспектив сделки. Президент говорил об этом вчера в интервью, и очевидно, что в интересах Ирана выполнить требования президента. Думаю, он ясно обозначил свои красные линии в этих переговорах другой стороне, поэтому мы продолжаем наблюдать за развитием этих обсуждений. Следующий раунд переговоров будет в Исламабаде или где? Скорее всего, в том же месте, что и в прошлый раз. Хочу подчеркнуть важный момент для президента. Пакистанцы выступили отличными посредниками в этом процессе, и мы очень ценим их дружбу и усилия по завершению сделки. Они являются единственным посредником в этих переговорах. Хотя многие страны предлагали помощь, президент считает важным продолжать координацию именно через Пакистан. Это и происходит сейчас. Есть ли сроки, как долго будет действовать блокада в Ормузском проливе, о которой говорил президент Трамп? Я никогда не устанавливаю сроки от имени президента США. Что касается блокады, она полностью введена и применяется к судам всех стран, входящим и выходящим из иранских портов. Хочу это подчеркнуть, потому что были неверные сообщения. Это касается всех иранских портов в Персидском заливе и Оманском заливе. При этом наши вооруженные силы в регионе поддерживают свободу судоходства для судов, следующих в неиранские порты через пролив. Некоторые журналисты путались в этом вопросе. Мы поддерживаем свободу навигации, но не для танкеров или судов, которые приносят выгоду экономике Ирана, пока продолжаются переговоры. США не будут продлевать послабления, которые позволяли покупать часть иранской и российской нефти без риска попасть под американские санкции, заявил министр финансов Скотт Бессент. Вашингтон также не продлит 30-дневное исключение из санкций для иранской нефти, находящейся в море, срок действия которого истекает на этой неделе. А аналогичное послабление для российской нефти уже истекло в выходные. Мы не будем продлевать генеральную лицензию на российскую нефть и не будем продлевать генеральную лицензию на иранскую нефть. Речь шла о нефти, которая уже находилась в пути до 11 марта. Таким образом, весь этот объем уже использован. Также Бессент заявил, что провел переговоры с представителями стран Ближнего Востока по поводу нефтяного кризиса, связанного с Ираном. И его ожидания довольно оптимистичны. Когда мы реально увидим бензин по $3 за галлон? Думаю, это будет зависеть от того, как пройдут переговоры. Президент Трамп сказал сегодня утром, что, по его мнению, мы приближаемся к завершению. США выполнили свою часть по прекращению огня. Мы прекратили огонь. Ормузский пролив пока не полностью открыт, так что посмотрим. Но я настроен оптимистично и считаю, что уже этим летом мы увидим бензин с тройкой в начале цены. Скорее раньше, чем позже. Сейчас в Вашингтоне проходит банковская неделя, и я встречался со многими коллегами с Ближнего Востока и министрами финансов. Они говорят, что как только пролив откроется, добычу можно будет нарастить в течение 1 недели. США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне давления на Иран, сообщает The Washington Post. По информации американских чиновников, Пентагон в ближайшие дни перебросит в регион несколько тысяч военнослужащих.
Около 6 тысяч военных прибудут на авианосце USS George H.W. Bush вместе с кораблями сопровождения. Еще примерно 4200 человек из амфибийной группы «Боксер», включая 11-е экспедиционное подразделение морской пехоты, ожидаются к концу месяца. Предполагается, что эти силы присоединятся к уже размещенному контингенту до окончания двухнедельного перемирия 22 апреля. В целом, в операциях, связанных с противодействием Ирану, сейчас задействовано около 50 тысяч американских военных. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаей заявил, что договоренности о продлении режима прекращения огня пока не достигнуты. А разморозка иранских активов рассматривается Тегераном не как уступка, а как восстановление нарушенных прав. Что касается спекуляций о продлении режима прекращения огня и других подобных заявлений, на данный момент ничего из этого не подтверждено. Как я уже говорил, переговоры продолжаются при посредничестве Пакистана. И еще предстоит увидеть, насколько другая сторона действительно серьезна в своих заявлениях о дипломатии. Именно США должны доказать свою серьезность, поскольку они не только неоднократно не выполняли свои обязательства, но и фактически разрушили переговорный процесс. Разморозка иранских активов не является уступкой с нашей точки зрения. Это наши права, которые были нарушены. Это все равно, что вор украл вашу собственность, а затем хочет вернуть ее вам как уступку. Это совершенно очевидный вопрос. Эта тема поднималась как одно из наших требований, но реальность такова, что окончательного решения достигнуто не было, как и по другим вопросам. Что касается переговоров, обмен сообщениями продолжается. С воскресенья, когда делегация Исламской Республики Иран вернулась в Тегеран, через пакистанского посредника было передано множество сообщений. Наши позиции были четко изложены как там, так и в ходе этих контактов. Сегодня, как вы отметили, мы, вероятно, примем делегацию из Пакистана в рамках продолжающихся переговоров, которые ранее проходили в Исламабаде. Пакистан обсуждал эти вопросы с американской стороной, ознакомился с нашей позицией, и в ходе этого визита, вероятно, состоится детальное обсуждение взглядов обеих сторон. В Тегеране прошла встреча между главой пакистанской армии Асимом Муниром и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Они говорили о том, как снизить напряжение и продолжить переговоры. Пакистан сейчас пытается помочь наладить диалог между Тегераном и Вашингтоном. Не исключено, что новые переговоры пройдут в Исламабаде уже в ближайшие дни. Тем временем глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Ислами заявил, что переговоры возможны только при уважении прав и интересов страны. По его словам, диалог будет успешным лишь при соблюдении договоренностей. Итак, теперь, когда произошла война, последующие переговоры должны быть такими, в которых признаются права и интересы иранского народа. Если права и интересы Ирана, являющиеся законными правами нации, будут признаны и его достоинство будет уважаться, то, естественно, переговоры могут быть плодотворными. Но если все будет продолжаться, как обычно, с опорой на обман, фактически на отсутствие обязательств и несоблюдение соглашений и условий, тогда они, естественно, не смогут быть успешными. Параллельно с контактами с США и Ираном, Пакистан обсуждает ситуацию и со странами Ближнего Востока. Премьер-министр Шехбаз Шариф отправился в поездку в Саудовскую Аравию, Катар и Турцию. Израильские военные продолжают наносить удары по Хезболле. Об этом распорядился премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Параллельно наши силы продолжают наносить удары по Хезболле. Боевые действия сосредоточены в Бинт-Джбейле. Мы близки к тому, чтобы подавить Бинт-Джбейль, фактически ликвидировать этот крупный опорный пункт Хезболлы. Я поручил армии обороны Израиля продолжать укрепление зоны безопасности. Кроме того, официальный представитель правительства Израиля Давид Менцер заявил, что целью переговоров с Ливаном является разоружение Хезболлы и создание условий для мира между Израилем и Ливаном. Цель предельно проста – разоружить Хезболлу, демонтировать террористическую инфраструктуру и создать условия для прочного мира между Израилем и Ливаном. Для обеих сторон, Израиля и Ливана, эти прямые переговоры направлены на решение нерешенных вопросов, поскольку безопасность, стабильность и процветание не могут сосуществовать с вооруженной террористической силой, доминирующей в суверенном государстве. Никаких обсуждений прекращения огня за Хезболлой не ведется. Это террористическая организация, которая продолжает беспорядочно обстреливать израильских гражданских и не является партнером для дипломатии. Более того, она главное препятствие для нее. Сейчас существует реальная историческая возможность положить конец десятилетиям удушающего контроля Хезболлы над Ливаном. Десятилетиям, в течение которых она наносила удары по Израилю и причиняла огромный ущерб не только Израилю, но особенно ливанскому народу. В свою очередь, Хезболла заявила, что решение ливанского правительства вести переговоры с Израилем является национальным грехом, который усилит разногласия в Ливане, подчеркивая глубокую поляризацию в стране.
Разве правительство не осознает опасность того, что оно предприняло? И понимает ли оно, что вступило на неверный путь, который приведет лишь к усилению раскола среди ливанцев? Оно не получило от врага ничего, кроме похвалы, не добившись ни одного требования. Разве этому правительству не следует пересмотреть свои расчеты и отказаться от этого курса? Мы хотим всеобъемлющего прекращения огня и отказа от возврата к ситуации до 2 марта, то есть к убийствам и атакам. Мы должны вступить в новый этап. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что переговоры по Ирану, вероятно, возобновятся. Он подчеркнул, что быстрого решения ждать не стоит. Необходимо продолжение диалога и сохранение перемирия. Гутерриш также призвал стороны отказаться от эскалации и вернуться к дипломатии. Комментируя переговоры между Ливаном и Израилем, он отметил: они вряд ли решат все проблемы, но могут снизить напряженность в регионе. Правосудие должно быть слепым. Но сегодня слишком многие предпочитают закрывать глаза на само правосудие. По всему миру, и особенно на Ближнем Востоке, попирается уважение к международному праву. Игнорируются правила применения силы и ведения боевых действий. Гражданское население подвергается недопустимому вреду. Гуманитарные обязательства не соблюдаются. Нарушаются даже гарантии защиты, предоставляемые Организацией Объединенных Наций и нашему персоналу. Это масштабное посягательство на международное право имеет последствия. Беззаконие порождает хаос. Беззаконие усиливает страдания. Беззаконие ведет к разрушению. Сейчас не время отступать от международного права. Сейчас время его подтвердить. Никто не ожидает, что сегодняшние переговоры решат все проблемы. Но было бы очень важно, если бы они создали условия для изменения поведения сторон. До сих пор правда в том, что Хезболла и Израиль фактически способствовали взаимной дестабилизации правительства Ливана. Каждый раз, когда Израиль занимает часть территории Ливана, это служит предлогом для Хезболлы заявлять: «Мы не можем разоружиться, мы должны сохранять сопротивление». Каждый раз, когда Хезболла запускает ракеты по Израилю, Израиль использует это как предлог для масштабных операций против Ливана. При этом правительство Ливана полностью привержено территориальной целостности страны, а также стремится к монополии на применение силы, что подразумевает разоружение Хезболлы. Пришло время, чтобы Израиль и Ливан работали вместе, вместо того, чтобы Ливан становился жертвой этого негативного взаимодействия действий Хезболлы и Израиля. Председатель Европейского совета Антонио Кошта во время визита в регион Персидского залива призвал обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Он назвал блокирование Ормузского пролива крайне опасным для мировой экономики, подчеркнув срочную необходимость обеспечить свободу судоходства. Блокирование Ормузского пролива крайне опасно для мировой экономики, и мир уже ощущает последствия этой незаконной блокады. Необходимо срочно обеспечить свободу судоходства. Мы знаем, что Катар участвует в поддержке всех переговоров по этому вопросу. И, как я уже сказал, европейские страны присоединяются к усилиям, возглавляемым Францией и Соединенным Королевством, чтобы сформировать широкую коалицию для защиты и обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Я приехал сюда, чтобы заявить странам Персидского залива о нашей поддержке. У нас нет собственной вооруженной силы, однако ряд государств-членов развертывают военные возможности для поддержки обороны стран региона. Мы оказываем дипломатическую и политическую поддержку странам Персидского залива в их защите и однозначно осуждаем Иран за атаки против этих стран. В нашей поддержке стран региона нет никаких сомнений. Но очевидно, что мы живем в сложные времена. В такие времена необходимо отстаивать международный порядок, основанный на правилах. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию с рабочим визитом для обсуждения оборонного сотрудничества. Премьер-министр Джорджа Мелони заявила о готовности Италии к совместному с Украиной производству беспилотников. Она подчеркнула, что поддержка Киева остается стратегическим приоритетом для безопасности Европы. Мы продолжаем оказывать Украине всестороннюю поддержку. Сегодня мы также подробно обсудили, как укрепить наше сотрудничество в сфере обороны. Италия, в частности, очень заинтересована в развитии совместного производства, особенно в области беспилотников, сектора, в котором, как мы знаем, Украина за последние годы стала одной из ведущих стран. Мы считаем, что поддержка Украины — это не только моральный долг,
но и стратегическая необходимость. Потому что на кону не только достоинство, свобода и независимость Киева, но и безопасность Европы в самом широком смысле. Италия продолжит продвигать в рамках G7 и Европейского Союза экономическое давление на Российскую Федерацию, которая по-прежнему не демонстрирует конкретных признаков готовности к переговорам, продолжает атаки на гражданское население и наносит удары по инфраструктуре, жизненно важной для населения. Владимир Зеленский заявил о подготовке соглашения по дронам и необходимости усиления систем ПВО. Важно, что Италия заинтересована в таком сотрудничестве. Мы договорились с Джорджией, что наши команды проработают детали соглашения по беспилотникам между нашими странами. Прямо сейчас в небе Украины находятся «Шахеды». Снова массированная атака. Поэтому дополнительные системы противовоздушной обороны являются для нас ключевым приоритетом. Конечно, мы обсуждали дипломатию, коммуникацию с американской стороной. Сейчас это не просто для всех. В Берлине прошло очередное 34-е заседание контактной группы по обороне Украины. Встречу провел министр обороны Германии Борис Писториус. В ней приняли участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны Украины Михаил Федоров, а также представители Великобритании и еще более 50 стран. Главные страны подтвердили, что продолжат военную помощь Украине и координацию поставок оружия. При этом Вашингтон участвовал в формате онлайн. Конкретные новые пакеты помощи пока не объявлены. Подробности ожидаются после официальных заявлений. Следующее заседание контактной группы, как правило, проходит примерно через месяц. Точная дата будет объявлена отдельно. Россия рассматривает возможность размещения ядерного устройства на орбите, что некоторые эксперты уже называют потенциальным космическим Перл-Харбором, сообщает The Times. По словам главы космического командования США, речь может идти о заряде, способном при детонации вывести из строя до 10 тысяч спутников. Это примерно 80% всех аппаратов, находящихся сейчас в космосе. В случае реализации такого сценария последствия могут быть глобальными. Под угрозой окажутся системы военной разведки, связь, интернет, мобильные сети и навигация GPS по всему миру. Владимир Путин признал, что ситуация в экономике России ухудшается. По его словам, показатели снижаются уже второй месяц подряд, а ключевые отрасли демонстрируют спад. Он отметил, что фактические данные оказались хуже прогнозов правительства и Центробанка. В связи с этим Путин поручил чиновникам объяснить причины замедления и подготовить дополнительные меры для восстановления экономического роста, поддержки бизнеса и повышения эффективности занятости. Статистические данные показывают, что уже 2 месяца подряд экономическая динамика, к сожалению, снижается. В целом за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%. В минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление, как строительство. Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий, причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России. И, конечно же, как уже было сказано, жду предложения по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики. Россия согласилась выплатить компенсацию Азербайджану в связи с катастрофой пассажирского самолета Azerbaijan Airlines, произошедшей в декабре 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел двух стран. Стороны заявили о надлежащем урегулировании последствий, включая вопросы компенсации пострадавшим и семьям погибших. В соответствии с договоренностями президентов Российской Федерации и Азербайджанской Республики, достигнутыми в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании «Азал», вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации. Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия. Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств.
Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия. Европейский Союз запускает приложение для проверки возраста пользователей в интернете. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, сервис уже технически готов и скоро станет доступен гражданам ЕС. С его помощью пользователи смогут подтверждать возраст при входе в социальные сети и другие онлайн-платформы, так же, как в обычных магазинах при покупке алкоголя. Как мы можем обеспечить общеевропейское техническое решение для проверки возраста? Сегодня я могу объявить, что у нас есть ответ. Наше европейское приложение для проверки возраста технически готово и скоро будет доступно гражданам. Это приложение позволит пользователям подтверждать свой возраст при доступе к онлайн-платформам. Так же, как в магазинах, требует подтверждения возраста при покупке алкоголя. Во-первых, оно удобно для пользователя. Вы скачиваете приложение, настраиваете его с помощью паспорта или удостоверения личности. Затем подтверждаете свой возраст при доступе к онлайн-сервисам. Во-вторых, оно соответствует самым высоким стандартам конфиденциальности в мире. Пользователи смогут подтверждать свой возраст, не раскрывая никакой другой личной информации. Проще говоря, это полностью анонимно. Пользователей невозможно отслеживать. Это приложение дает родителям, учителям и опекунам мощный инструмент для защиты детей. Потому что у нас будет нулевая терпимость к компаниям, которые не уважают права наших детей. Именно поэтому мы быстро и решительно продвигаемся в вопросе соблюдения европейских правил. Мы привлекаем онлайн-платформы к ответственности, если они недостаточно защищают детей. Новое решение по проверке возраста и соблюдение наших правил идут рука об руку. Права детей в Европейском Союзе важнее коммерческих интересов, и мы это обеспечим. Папа Лев во время перелета из Алжира в Камерун призвал к миру и диалогу между религиями, подчеркнув, что люди с разными убеждениями могут сосуществовать в уважении и согласии. Его заявление прозвучало на фоне новой критики со стороны Дональда Трампа, который вновь резко высказался о понтифике в социальных сетях. Для меня лично было особым благословением вновь вернуться вчера в Аннабу, а также предложить церкви и миру то видение, которое святой Августин дает нам, в поиске Бога и в стремлении построить сообщество, искать единство между всеми народами и уважение ко всем людям, несмотря на различия. За 2 дня в Алжире у нас, я думаю, была прекрасная возможность продолжить строить мосты, развивать диалог. Я считаю, что визит в мечеть был значимым. Он показал, что хотя у нас разные убеждения, разные способы поклонения и разные способы жизни, мы можем жить вместе в мире. И продвигать такой образ — это то, что миру сегодня необходимо услышать. И вместе мы можем продолжать свидетельствовать об этом в ходе нашего апостольского путешествия. Прекрасного вам перелета. Рад вас видеть. Спасибо вам еще раз за вашу работу. Президент США Дональд Трамп не успокаивается. И, несмотря на волну критики, продолжает словесную войну с папой Римским Львом XIV. На этом фоне он опубликовал новый пост в своей социальной сети Truth Social. Вот что он написал. Радикальные левые сумасшедшие могут это не одобрить, но мне кажется, это довольно красиво. На этот раз он перепостил изображение с самим собой, на котором его обнимает Иисус. При этом в оригинальной публикации говорилось: «Я никогда не был особо религиозным человеком, но не кажется ли вам, что с учетом всех этих сатанинских, демонических, приносящих в жертву детей монстров, которые разоблачаются, возможно, Бог разыгрывает свою козырную карту?» Первая леди США Мелания Трамп присоединилась к законодателям обеих партий в Конгрессе, чтобы обсудить поддержку детей из системы приемной опеки. В ходе круглого стола она подчеркнула: этой сфере нужны реальные действия, а не только внимание. По словам Трамп, лишь около 3% воспитанников приемных семей получают высшее образование из-за финансовых трудностей, нестабильного жилья и ограниченного доступа к ресурсам. Она призвала Конгресс принять меры, которые помогут обеспечить этим детям равные возможности и более стабильное будущее.
Сейчас у Конгресса есть возможность оказать долгосрочное положительное влияние на это сообщество. Начиная с этой комнаты, мы можем снова менять жизни людей. С новым законодательством мы можем сделать так, чтобы возможности были не просто помощью для людей из системы приемной опеки. Они могут стать их неотъемлемым правом.